Всех приветствую, друзья, добро пожаловать на канал Много Денег. Ты ждал кнопку бабло и все думал, где же взять денег, как заработать поскорее на Новый год, который уже приближается, или на какой-то праздник, или еще для чего-то нужны тебе деньги. И это видео как раз таки для тебя. Я тебе покажу свою собственную стратегию, по которой я последние дни торгую. Очень хорошая проходимость, самое главное быть внимательным, просто смотреть и внимательно обращать внимание на некоторые детали, на некоторые моменты. Я прекрасно понимаю, что не у всех может сработать данная стратегия, потому что, это мой опыт, моя насмотренность, у вас все-таки свой опыт, свое видение некоторого рынка, у кого-то меньше опыта, у кого-то больше. Но самая плюшка моей стратегии в том, что справится новичок по той причине, что здесь не надо ничего сильно выдумывать, думать, нужно просто смотреть и видеть. Давай, не буду затягивать, с тебя просто лайк авансом, подписочка на канал, как всегда, все ссылки также в описании под видео. Захочешь присоединиться к команде, это бесплатно, ссылочка находится. Вот там находится она. Первым шагом, что делаю, просто перехожу на спектру инструмент, как раз таки который мы с другом разрабатываем последние месяцы. На что мы здесь обращаем внимание? Во-первых, сделал в данном боте крутую статистику с аналитикой, win-rate, то есть прямо на каждом графике. Под любой таймфрейм автоматически происходит подсчет win-rate, подсчет статистики в соответствии с заданными условиями, о которых я все расскажу, как настраивать, что подкручивать, чтобы это все заработало. На 3 минуты видим, соответственно, win-rate. Включаем, допустим, на 10 минут, и текущая стратегия отрабатывает уже, видим, хуже. То есть под каждый таймфрейм нужно немножечко адаптировать стратегию. Конкретно я торгую чаще всего, даже, наверное, скажем так, 90% времени на минутном таймфрейме. Следующим шагом, что мы делаем? Обязательно, перед тем, как торговать, неважно, это демо-счет или реальный, почему? Даже на демо надо смотреть. Для того, чтобы вы видели объективную статистику. Для того, чтобы могли более четко понимать, какая будет проходимость у вас в тот или иной момент времени. Включаем аналитику, экономический календарь, не надо ничего сложного выдумывать, на Pocket Option вся эта аналитика календаря есть. 15:00 будут новости. По моему времени через 13 минут. Я всегда говорю, даже низкой важности новости, они влияют на движение рынка. Соответственно, все активы по Европе, по Германии, они могут давать скачки цены. И поэтому здесь тоже нужно работать аккуратно. Самое лучшее время, на мой взгляд, если нет новостей, это вечерком посидеть, когда график уже не сильно волатильный, более спокойные движения идут, естественно, не боковые, то есть когда свечи хоть немножечко вверх-вниз гуляют. И получается до 2 часов дня по московскому времени, потому что далее идут новости, которые уже могут немножечко, даже низкой важности новости по Америке, они могут давать уже движение. Многие пользуются потому что такими моментами. Если хочешь более детально прочитать немножечко про новости, что как влияет, и некую аналитику прочитать, тогда рекомендую тебе вообще совершенно бесплатный сервис, это не реклама, сам пользуюсь им, traders.com. Можете вот здесь посмотреть, как он пишется. Далее, что делаем? Выставляем нужные даты, например, текущую неделю, предыдущую, следующую неделю, в зависимости от того, что вам нужно. Выставляем текущее время, ваше время, у меня +4, и UTC стоит, и фильтры ставим. Праздники можно выключить, и низкой важности можно выключить. Я также оставляю. Включаем Америка, Европа на выбор. Что вам нужно? Можно из Европы что-то дополнительно подключить. Конкретно по Америке еще фунт сюда поставим, и евро поставим, и применяем. И смотрим, какие новости есть на сегодняшний 1 октября. Записываю ролик 1 октября. Время сейчас 14:49 по UTC +4. Опускаемся вниз, 14:49. Ничего критически важного нету, вот только есть важные новости в 16:15, 13:55 были, но вот немножечко отличается, видимо, от Pocket Option, он более детально вот эти моменты показывает, поэтому на это тоже обращаем внимание. Это что касается торговли по времени, потому что торгуем на биржевых активах, то есть данная стратегия под биржевые активы, но вы можете без проблем ее использовать и для OTC, и в принципе и для OTC, и для биржевых активов, как вам удобно. Но все же я показываю на биржевых активах. Следующим шагом активируем бота FlipStrike. Вы его можете найти в каталоге FlipStrike бота. Где-то он здесь находится, если даже его здесь не находите, вдруг там нечаянно его выбил, да, кстати, его походу не добавил в каталог, ничего страшного, просто пишем в поиск Flip и Strike. Вот он, Flip Strike, 159 установок. Просто добавляете его себе, нажали, здесь мой бот, поэтому нет кнопки добавить, вы просто нажимаете добавить бота. Он у вас появится в разделе
боты сообщества. То есть это боты, которые вы добавили себе из сообщества. Следующим шагом, когда вы добавили бота, переходим в настройки. В настройках по дефолту, в принципе, можно ничего не трогать, но на ваше усмотрение, на демо-счете можете поэкспериментировать. Включить фильтр наклона, к примеру. Или же фильтр минимального тела и посмотреть, как это влияет на винрейт, на проходимость сигналов, на проходимость сделок. Можете антифлип кулдаун, то есть задержка в барах по сигналам, включать, выключать. Все это вы можете активировать. Я же активирую сейчас для ролика, чтобы было максимально много сигналов. Только активирую статистику, карточку в углу включаю. Далее включаю только винрейт статистика, включаю винрейт статистику, ну, то есть добавляем в строку все это дело и показываем строки. И догонно включаю. Далее экспирация баров, n баров один ставлю, поскольку у меня таймфрейм 1m, 1-минутный график, то будет 1-минутная экспирация, то есть ставлю, значит, единичку. И догон ставлю на нуле, чтобы соответствовало вот этому числу. То есть догон также будет на 1 минуту. Специально не меняю никакие фильтры, не добавляю, чтобы было больше сигналов. Я люблю, когда записываю ролик, чтобы побольше было сигналов, ситуации, чтобы быстрее записать ролик, не растягивая его на несколько часов. Почему? Один раз я записывал просто ролик, и он у меня вышел на 1,5 часа видео, и у меня в итоге часть записи прекратилась из-за того, что просто память на маке закончилась. Память почистил, поэтому после этого торгую только быстрыми сделочками, чтобы показать вам как пример, как можно работать. Далее, на что обращаем внимание? Конечно же, на винрейт. То есть смотрим, винрейт 78%. Я обращаю внимание, беру в работу сделки чаще от 80%, это значит проходимость гораздо выше. От 80 увереннее работать. Также часто беру от 70, поскольку на биржевых активах в целом их немного на Pocket Option, на бирже, поэтому можно в целом брать любые. Можно добавить бота зигзаг-канала. Для чего нужны зигзаг-каналы? Для того, чтобы видеть текущее направление тренда и брать сигналы только по тренду, не против тренда. Что это значит? Видим, линии идут вниз по зигзагу или идут вверх, значит сигналы берем только когда вверх нам дают сигнал, то есть по тренду. Да, может случиться разворот, но это уже другая будет история, то есть мы на это обращаем внимание, и для этого мы делаем не более одного догона на графике. Если же у нас тренд идет вниз, то берем сигналы только sell на понижение, buy пропускаем. Для данного ролика, я, возможно, буду брать сигналы и в ту сторону направления, то есть уже на свое усмотрение. По винрейту буду смотреть. И что мы видим? Например, здесь у нас был сигнал в buy, у нас идет тренд в целом растущий, сигнал в buy, значит берем сигнал на повышение. Первая сделка могла быть в минус, вторая могла быть в плюс. Винрейт здесь хороший, значит мы этот актив не пропускаем. Видим sell, сигнал с большей долей вероятности был бы в минус. Здесь также sell в минус, buy все же со второго раза, но все-таки в плюсе. Sell тоже здесь со второго раза, но в плюсе, но у нас все-таки тренд на повышение идет. Да, здесь было боковое движение, то есть на некоторые моменты, уже нужно иметь чуечку, так скажем, и не брать сигналы, когда вот просто идет sell, buy один за другим. Снова вот buy, sell, когда они прям часто повторяются, мы, конечно же, такие пропускаем, поскольку вероятность просто сбрить нас выше. То есть нужно это на демо, натренироваться, как я всегда говорю, нужно получить насмотренность графика. Без насмотренности ничего не бывает. Да, это формально кнопка бабло, но нужно немножко просто насмотренность получить. Когда вы уже начнете видеть ситуацию на графике, вы уже будете видеть более детально некоторые моменты. Давайте буду находить сделки и показывать отработку. И все же для того, чтобы сейчас поработать, я отключу полностью тренды, зигзаг, для того, чтобы входить в сделки, в принципе, в разном направлении, просто опираясь на винрейт, чтобы сделок ситуации было побольше и можно было их прорабатывать, отрабатывать. Увидел сигнал на продажу, давайте попробуем отработать данный актив. На новой свече буду входить на понижение. Почему? У нас есть нисходящее движение, то есть тренд вниз идет. Здесь был сигнал sell, смотрим на данной свече сигнал sell. Можно на весь экран открыть график. Видим сигнал sell, значит на продажу. Винрейт 73%. Было 23 плюса со второй попытки, 7 плюсов. Было 1 с минусов и 2 возврата. Давайте ждем. Входить будут на 20 тысяч рублей, экспирация 1 минута, таймфрейм 1 минута. Повторяю, для тех, кто этот момент пропустил, вчера торговал. Позавчера проходимость была просто бомбовая проходимость. Немножечко пропустил, давайте снова буду продавать. У меня сбилось тут видео, к сожалению, я записывал то, что ролик, веб-камера записывал, и произошел сбой, отвлекся на нее, чтобы в другое место выбрать, и вот пропустил идеальную точку. Всегда по открытию это лучшая точка, считаю. Либо если мы ловим импульс в противоположную сторону, то есть у нас здесь было импульсное движение вниз, и мы словили бы импульс вверх, и поймать более выгодную точку, ловя, так сказать, более выгодное расположение, чтобы уйти вниз. Все-таки открыл, давайте дождемся.
Остается 10 секунд до окончания сделки. Что хотелось бы сказать? Несмотря на то, что я считаю, что это по сути уже своего рода кнопка бабло, да, не бывает 100% сигналов, которые прям тебе бесконечно будут давать и говорить, что вот сюда входи и будет плюс. Это бред. Если вам кто-то такое говорит, я не знаю, просто можете лапшу эту со своих ушей съесть. Я всегда говорю прямо открыто, но не бывает такого, невозможно. Мы разрабатываем много стратегий ботов, кстати, закрылись плюсик, пока говорю. Много ботов. И я прекрасно вижу эту аналитику, поскольку мы ведем эту статистику. Я не видел, чтобы кто-то в своих ботах, в своих командах вел подобную статистику. Мы эту статистику ведем, то есть вы прямо включили бота и можете анализировать конкретно на текущем боте. Есть у нас другой инструмент, о котором я рассказал в предыдущем ролике. Вы можете его посмотреть, поработать по той стратегии и просто сделать свои выводы. Тоже крутая стратегия, проходимость просто бомбезная. В данном ролике показываю уже аналитику и стратегию на базе встроенного в данного бота. Вошел в сделку на повышение, опять пропустил, пока разговаривал. За что я не люблю торговать, когда записываю ролики или там стримы, или когда вообще отвлекаешься, потому что реально ты отвлекаешься, ты обращаешь внимание уже на разговоры, ты отвлечен на разговоры, что сказать, что-то полезное, чтобы дать вам, а не просто только стратегию. И вот вхожу уже с запозданием. В любом случае вошел практически по открытию свечи. Что это за график? Еврокат, данный актив. У нас был сигнал в бай на повышение, то есть, несмотря на нисходящий тренд, я вижу здесь, что у нас хоть и импульс вниз был, но у нас как будто бы хочет произойти слом структуры и хочет пойти наверх, как будто бы, во всяком случае, выглядит. Винрейт хороший, 72% под мою стратегию укладывается. 31 плюс, 12 минусов на графике, 2 возврата. Из них 22 плюса закрыто с первого раза, не с догоном. Поэтому я вошел в данную сделочку. Давайте перейдем на покет, на биржу, посмотрим. Закрылись в плюс. Вторая сделка в плюс. Много сделок открывать не буду. Почему? Я уже сказал. Потому что я отвлекаюсь. Я человек, который любит много разговаривать, который, если вы ловит вайб, кайф вот этой торговли, впадает в некие, уже я вижу, что сегодня хорошо стратегия отрабатывает, я начинаю много разговаривать, я допускаю ошибки. Давайте еще подберу какую-то ситуацию. Вижу просто потенциальную ситуацию, хожу, прямо вот вижу красную свечу и давайте прямо здесь войду. Почему это сделал? Перехожу евро, GPY. Доходность хорошая, 82%. Единственный минус, у нас нисходящее движение тренд, и у нас явно здесь пока что не прослеживается разворот, но почему я вошел? Смотрим, сигнал бай после импульсного движения. Сигнал говорит на повышение. Потенциально рассматриваю ситуацию с учетом, что я вошел не по открытию свечи, я вошел с запозданием, то я ожидаю, что мы все же здесь где-то выйдем в плюс, что по сигналу закроемся в плюс, потому что винрейт был достаточно хорошей проходимость. Видим 11 минусов, 2 возврата, со второго раза получается у нас 8 плюсов, 23 плюса с первого раза, то есть здесь хорошая проходимость была. Я ожидаю, что ловя вот такой вот импульс, то есть войдя где-то на импульсном движении, что все равно выйду в плюс. Если будет минус, этот график буду пропускать. Почему? Потому что я здесь уже немножечко неправильно, не по стратегии вошел. Я вошел не по открытию свечи, не по началу свечи, и догона делал не по открытию, вот видим. Допустил ошибку и сразу же минус, по ошибке своей. Тем более еще против тренда здесь явного пошел. Если на предыдущем графике у нас здесь уже хорошее уже движение, был нижняя отметка и каждый новый минимум выше становится предыдущего. Здесь хорошая ситуация была по еврокат. Новую ситуацию ищу, вхожу с двойным догоном, показываю отработку. Нашел актив. Давайте возможно, здесь отработаю, смотрим. Хорошая ситуация, опять же, я не вошел сразу в данную сделку, здесь был сигнал sell, на следующей свече нужно было входить на понижение. Винрейт достаточно хорошая, проходимость хорошая, устраивать по USD-CAD. Но если здесь свеча закроется красной, то только в этом случае я войду в сделку на понижение, то есть на догонной свече. Если эта свеча закроется красной, то я пропущу, так как я пропустил потенциальную первую сделку плюсовую, то есть в этой статистике. Если я ее пропускаю, соответственно, такое нужно пропускать, то есть не входим в догонную сделку. Все, сделочка здесь закрылась в плюс, получается, открылась новая свеча, и все, я упустил момент. Раз упустил момент, просто ищем новую ситуацию. Опять все-таки отходя от своей стратегии, но так как я по предыдущей, так сказать, сделке вам говорил, вошел в сделку на повышение. Смотрим почему. Восходящее движение, сигнал в бай, но следующая у нас свеча идет красная. Я постарался словить импульс, и, кстати, прямо сейчас в моменте вырисовывается плохая ситуация. Постарался словить импульс в надежде, что у нас произойдет откат наверх. Посмотрим, конечно, что у нас получится по итогу.
Но мы видим, что у нас уже пытается рядом рисоваться сигнал sell, то есть он появился и исчез. Хотя я сделку как бы в buy открыл, давайте вот так сделаем, открыл сделку в buy на повышение, но у нас рисуется сигнал прям почти сразу вниз. Это не хорошая ситуация, то, о чем я говорил. Это у нас потенциальный боковик, когда рисуется рядом buy, sell, значит, движение на графике, ну вот не очень хорошие, они просто нас могут выбить. Остаются последние секунды, и тут просто остается смотреть и наблюдать, что из этого выйдет. Видим, очень хорошая ситуация произошла. Очень хорошая. И все-таки закрылся в плюс. Все-таки закрылся в плюс. Моя чуечка меня не подвела. То есть взял в бай на импульсном движении, и у нас все-таки дало импульсное движение вверх. Повторяю всегда, что мы торгуем бинарными опционами. Да, это отличается от классической торговли на крипте, на форексе, потому что мы торгуем экспирацией. Нам важно закрытие свечи нужным цветом под наш сигнал. Все, нам только это важно. Нам не нужно выжидать там полчаса, чтобы далеко мы ушли. Хотя некоторые торгуют именно такими стратегиями даже на бинарке. То есть выбирают стратегию, когда нужно под долгую экспирацию подобрать правильное движение рынка. То есть под 15 минут стратегии люди торгуют, под 20 минут. Но я торгую минутками. Быстро открыл сделочку, нашел ситуацию, открыл сделочку, закрыл сделочку, все. И ты сидишь спокойненько с деньгами в кармане. Вижу новую ситуацию, сигнал на покупку в бай. Давайте я войду. Опять я не под открытие свечи, все болтаю, пропускаю. У нас уже свеча идет вверх. Давайте, была не была на 20 тысяч рублей. Давайте с вас лайк за то, что я не по стратегии иду. Но вот смотрите, если открываться по стратегии, то нужно по открытию свечи. То есть открылась у нас свеча. Вот здесь вот остается 20 секунд до закрытия свечи. И вероятность по открытию свечи, старта сделки, если мы открываем сделочку, будет выгоднее точка. Соответственно, вероятность закрыться плюс выше. Сейчас у меня ситуация пока на грани. Прям вот, точки моей возврата отмены сделки находятся. То, о чем я говорил, если свеча закрыла зеленый, и нам надо было ходить на покупку, то следующую сделку, здесь мы пропустили, если, да, я вот пропустил, надо было бы мне не входить уже на новой свече, то есть не входить, почему? Потому что зеленая свеча, да? Если бы она была красной, закрылась красной, то есть если бы вот эта у нас свеча, давайте вот так вот и сделаем, была бы у нас красная свечка, тогда здесь входим на повышение, соответственно, чтобы вы понимали. Но я все равно все-таки принял решение войти, закрылся в плюс. Просто закрылся. Смотрите. Хорошая отработочка. Впервые за сегодня сел поторговать. 2 сделки в плюс, 1 минус, 2 сделки в плюс. Искренне надеюсь, что вы поняли, как отрабатывать данную стратегию. То есть желательно брать сделки по тренду. Что значит по тренду? Просто вот у нас есть тренд на повышение, значит берем только buy. Только вот эти вот сделочки отрабатываем. Если же у нас нисходящее движение, то мы пропускаем вот это вот buy, давайте я так стрелками перечеркну, buy перечеркиваем, а входим только в sell, только в sell, только в sell. Аналогично здесь, нисходящее движение, берем только sell, но можно брать buy, почему? Потому что здесь у нас минимальный уровень, давайте я вот так уровень прочерчу. И вот можно было брать как раз то, что я сделал, здесь отрабатывал. По-моему, евро-ГБП отрабатывал, да, или где-то похожие ситуации были, вот, похожие графики, бывает коррелируются. Вот. Берем в buy берем, sell пропускаем, соответственно. И опять же, обращаем внимание на win rate, то есть на вот это вот. Вот здесь на win rate и сколько раз закрыто с первого раза плюс. Обращаем win rate. Низкие 69%, все, уже под мою стратегию не подходит, значит пропускаем. Воспользоваться инструментом можете по ссылочке. Как всегда, находится в описании. С вас лайк. За 5 сделочек, проведенных мной в данном ролике, 4 из них плюсовые, 1 минусовая. Я считаю, это отличная статистика. Вчера, конечно, чуть похуже шло, когда я работал, торговал. А позавчера просто прекрасная проходимость была. Я скидывал своим партнерам в чат, показывал, какая была отработка. Поэтому записываю данную стратегию, но нельзя не поделиться. Все на самом деле легко и просто, на свое усмотрение можете дополнительно включать фильтры. Торгуйте, друзья, с головой, зарабатывайте много денег. Помните, что деньги приходят не тем, кто их транжирит, просто выкидывает. И когда видит, что они приходят к нему и просто начинает еще больше закидывать денег. Нет, деньги приходят к тем, кто умеет ждать, кто умеет сосредотачиваться. То есть в данном деле нужно уметь ждать, сосредотачиваться. То, о чем я говорил, когда я записываю ролик, я менее сосредоточен, поэтому могу допускать ошибки, и поэтому их комментирую, чтобы вы понимали, где я допустил ошибку, и где иногда допустимо допускать ошибки. Это тоже иногда срабатывает. Всем хорошего дня, всем хорошего времени суток. Спасибо за просмотр данного ролика. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.